Ален, ну вот еще вчера мы считали эту выставку, нашу выставку «Люди Донбасса» такой новой главой мирной жизни Донецкой Народной Республики. Осколки, они, к сожалению, эту мечту о мирной жизни вот опять каким-то образом скорректировали. Что произошло? Где вы были вчера, когда это случилось? Я вчера ехала на работу по бульвару Шевченко, и мы как раз в этот момент поворачивали по Челюскинцев и слышали хлопок, потом второй хлопок и третий. Вот когда был первый хлопок, мы увидели, что-то упало, мы прям видели момент падения. Мы тогда еще не знали о том, что это точка У. Мы еще не знали, что произошло. Мы не знали о том, какого масштаба это может быть вообще трагедия для Донбасса. Вчера даже некоторые журналисты, наши с вами коллеги, сказали, что это вот как Бассе, только 22-й год. Меня, знаете, какой аспект вот этой трагедии больше всего шокировал? Я посмотрел после нее страницы всех ведущих служб мировых новостей, BBC, CNN и так далее, да? Нигде ни слова, ничего. Я просто думаю, неужели они их не видели? Неужели они вот так слепы? Я сегодня утром специально зашла тоже на все мировые издания, просто посмотреть, а вдруг украинские блогеры сегодня утром постили у себя в сторис в Инстаграме каких-то собачек, которых они там спасают. Я понимаю, что животных тоже жалко везде. Всегда. Но им животных жаль, чем людей, по-моему. Тут же вопрос не жалости, тут же вопрос элементарного человеческого сострадания, которое неважно, где это происходит, просто человеческое сострадание. Но в этом словосочетании есть слово «человеческое». Знаете, я увидел сообщение Рейтера, вот я просто, чтобы не быть голословным, посмотрю, слушайте, какой мирный, невероятный символ, да? Вот этот просто донецкий голубь мира к вам прилетел, представляете, вот это просто знак. Ален, вот я сейчас смотрю на запись, которую опубликовал Рейтерс. Вот фотография, на которой изображена витрина, и там осколки, витрина с платьями красивыми, да, и ни одного человека, ничего, и написано «Витрина магазина платьев была повреждена после минометного обстрела в городе Донецке, контролируемом сепаратистами». Вот здесь просто лексика настолько холодная и какая-то просто вот запредельная. То есть это как если бы какие-то репликанты, лишенные чего-либо человеческого, да, описывали факт. Ну, вот это запредельно, видите, просто. Какой символ, какой знак. Просто мир. Сила просто. Да, слушайте, да, удивительно. Он не хочет уходить. Не хочет уходить. Ну, вот, знаете, конечно, это такой уже знак нам всем, на самом деле, да, что голубь мира, он прописался в Донецке. Но вот мы же все прекрасно понимаем, что сфотографировать, снять тоже можно, ну, по-разному. Но это просто невозможно было не заметить. Я уже молчу про тех людей, которые просто публиковали фотографии с подписью «Киев» в Инстаграме. Некоторые написали, что это случилось в Киеве. Понятное дело, что те люди, которые не знают, что это на самом деле Донецк, они поверят действительно, что это случилось в Киеве, и для них это, конечно, будет атака со стороны там, России, как они говорят. Погибло за 8 лет конфликта только по данным ООН 14 тысяч людей. Нам не стоит как бы все время об этом говорить. Это для нас, для всех понятно, что каждая жизнь ценна, да, так сказать, и слезинка ребенка, как мы знаем, ценна. Но тем не менее, да, коль как бы эти люди говорят о цифрах, это люди во многом живущие сами статистикой, да, в том числе и определяющие успех фильма статистикой, так сказать, там, продаж билетов, да, и качество жизни размером зарплаты, да, ну, как минимум цифры-то они должны понимать. И вот у меня вопрос, вот эта цифра их почему не смущала? Просто теперь не хотят в это во все верить, потому что очень многие люди, которые, например, даже на меня подписались в социальных сетях за время вот этой всей страшной истории, которая проходит, я имею в виду 8 лет войны в Донбассе, конечно же, они говорят,
А мы тоже не знали. Ну вот что вот так все. Один человек вообще вчера написал, мол, что вы, у вас в профиле все так красиво и хорошо, по вам и не скажешь, что у вас идет война. Давайте в заключение пригласим наших зрителей посмотреть на людей Донбасса и увидеть, что они под прицелом. Они уже 8 лет под прицелом, и мы увидим, что это за люди, и мы увидим отношение к ним со стороны Киева, которое выражается вот в таких осколках. Но это только на фотографиях, а сколько жизней унесено такими осколками, такими пулями. Еще раз, 14 тысяч граждан Донбасса. И это только официально. В январе 2014 года, после речи Папы Римского о мире на Украине, из его окна в небо выпустили 2 белых голубей. Но их тут же атаковали черный ворон и чайка. Судьба римских голубей оказалась незавидной. Вот донецкие голуби мира – это символ добра, который умеет за себя постоять. В том, что сейчас происходит, в российской операции заложена борьба за мир. Мы этот знак в виде голубей, прилетевших к нам прямо в ладони, прочли именно так. Знак того, что Донбасс сказал громко и на весь мир: «Черный ворон, я не твой». Черный